Добрый осенний день, дорогие друзья. Солнце так и светит. Послеобеденное, послеполуденное солнышко. И я, пользуясь случаем, оказался по делам на улице Няги. Вернее, на Георгий Янеску. Да. Тут территориальная касса, социальный отдел какой-то там, Осигураря. Короче, там я должен был взять справку о размере своей пенсии для дальнейшего продления своей группы инвалидности и всяких других делов. Но я пришел сюда и зря, и не зря. Не зря, потому что я снимаю видео, пользуясь случаем. Улица Няги, я на ней стою. А касса, это территориальная, работает, оказывается, до 2 часов. Сейчас уже 4:30. Но ничего. Я так и рассчитывал, что я сюда прибегу, потому что мне после этого надо идти в поликлинику за другой справкой. В нашу 12-ю поликлинику. Я рассчитывал на то, что я освобожусь после территориальной кассы и буду снимать видео тем, кто здесь жил, пользуясь случаем. И прошу всех хейтеров и критиков и комментаторов не писать гадости, потому что на моих видео нету ценников. Если кто-то что-то хочет увидеть, эта услуга оплачивается отдельно, потому что мне попасть в другой район нужен транспорт. Сюда я приехал на троллейбусе, потому что никого не было из соседей с машиной. У Юрчика машина тоже в ремонте. И вот вашему взору открывается любимая улица Няги. Она немножко изменилась. Вот тут, видите, как тротуар. Тротуарную плитку поставили. А я сейчас возьму вот так вот и по дорожке немного пройдусь по дороге, чтобы объять вот этот дом. Очень классный. Мне очень нравится. Он тут так разместился. Вот эта пятиэтажечка так сладко разместилась в этом месте. Очень мило. Кстати, очень мило. А мы сейчас выходим, идем в сторону перекрестка с улицей Чернышевского, ныне Иоанн Крянга. Мне написала тоже одна зрительница, друг на Фейсбуке. Говорит: Эдуард, почему вы называете центральную улицу Кишинева проспект Ленина, когда она улица Штефана Челмарь? И там еще одна меня зацепила в комментариях. Спокойно, мы отвечаем очень лояльно на такие комментарии. Типа, это не проспект Ленина, это улица Ленина. А другой человек говорит, надо идти в ногу со временем и называть по-современному Штефан Челмарь. Но я попытался объяснить, и меня поняли, что я снимаю для тех, кто давно уехал и кто скучает. В районе 30 лет назад, допустим. И для них, они и так тяжело ориентируются на моих видео. Мне приходится делать привязку, стараться объяснять что-то. Хотя я сам мало что знаю. Да. И для них эти новые названия, вот, допустим, там Янеску, Петреску, Чореску, всякие митрополиты, это пустой звук. Они и так бедные там тоскуют, ностальгируют, и еще им подавай новые названия. Вообще будет полная неразбериха. Вот мы потихонечку приближаемся к улице Чернышевского, там, где расположена на перекрестке 7-я поликлиника. И даже не важно, какой номер у нее сегодня. Все старые буюканцы, то есть буюкан есть и не очень старый, имеется в виду стаж. Да, потому что все буюканцы молоды душой, и кишиневцы в целом тоже. Да, называют 7-я поликлиника. Вот это красивый какой большой орех, посмотрите. Какая прелесть. Орешник. Орех. Красота. Пахнет хорошо от него. И тротуар подметен, видите, подмели тротуарчик. Да,
я шел сюда, шел очень быстро, где-то наступил на орех. У меня с моим богатым воображением я сразу себе представил, какой же он вкусный, эти вот молодые орехи. Ну, уже не такие молодые, не для варенья, но шкурочка у них снимается, такая нежная красота. Передаю всем привет, кто жил на Буйканах и на улице Няги, на этой Магале, кто бывал здесь в гостях у своих родственников, потому что вот я снимаю все подряд, вот даже на кладбище был, снимал все подряд, и мне пишут люди: хлоп, я увидел там захоронение дедушки, я увидела свою бабушку, а вот вы проходили там, не дошли до захоронения, которое рядом. Понимаете, все не зря, и это очень сильно радует и греет душу, когда ты полезен и нужен кому-то. Я передаю персональный привет в Израиль Светлане Ориштер, которая жила во втором или в первом переулке Берлинского. У меня есть видео, я даже посетил ее подругу, одноклассницу. И вот нашему взору открывается улица Чернышевского, ныне Ион Крианга. Вот. Няги туда продолжаются. В сторону улицы Суворова, где теннисный корт. Я там жил когда-то возле теннисного корта, прямо непосредственно. Тротуары обновили, но, к счастью, у меня есть видео Чернышевского, улица Чернышевского, мой троллейбус 38, как раз в поликлинику. Видите, он без штанг. Заряд у него хороший, видать, он сейчас повернет направо, пойдет по Белинского, а потом по бывшей Именеску, к 12-й поликлинике. Вот тут тоже любимая моя остановка, 7-я поликлиника. Что одна, что вторая, они такие тихие и спокойные. Поменяли тротуары, дорожное покрытие поменяли, но разметку не успели нанести. Нанесут. Сейчас активно идут разметочные работы, так что все нормально. В конце концов, водители двигаются по воображаемым полосам, потому что у всех опыт, и они двигаются по воображаемым полосам. По первой, по второй. Очень много у нас красивых орехов, каштанов. Красота. И вот 7-я поликлиника, дорогие друзья, вашему взору. Хотя она сегодня называется номер 4. Но от этого, я же говорю, как и название улиц, само здание и локация, никак не меняется. Вот фасад тот же, только вот облагородили центральный вход. И все. Вот, посмотрите, обновленный тротуар. Остановка на том же месте. Вот остановочка мне всегда нравилась. Напротив, она такая спокойная, как и на Берзарина, остановка Ленина Берзарина в сторону центра. И обратно, мне тоже нравится, там спокойно. Потом делают музей археологический. Тоже спокойная улица. Ой, остановка. Вот. А наш троллейбус 38-й. Эх ты, елки-палки, будем ждать другой. Если есть лавочка, присядем, подождем. Еще интересно, вот эти все инстанции. Я сейчас спросил у охранника, он говорит: справку завтра вам не дадут. Это понедельник, вторник и среда. Вообще такая лафа у этих работников. Работают до 2. Справки выдают только 3 дня в неделю. Вот мы потихонечку добрались до остановки. И сейчас посмотрим, если есть здесь. Должна быть скамеечка. Скамейка есть, но она такая высокая. Но нам все равно. Вот. Окинем взором остановочку. Видите, вот там по диагонали вниз
Баташа, ботанический сад. По модному новому дендрарий. Здесь был раньше на месте новостроя гараж поливальных машин. Уборочно-поливальные машины. Сейчас новострой вырос. И вот такая вот остановочка. А мы сейчас присядем, но она такая высокая. Вот вам веб-камера с остановки Штефан Няга, 7-я поликлиника. Наслаждайтесь тишиной и уютом Кишинева и кишиневцев. Это вот эти вот модные остановки, киоски новые. Но они совсем никуда не ушли от старых абсолютно. Ничего особенного. Все то же самое. Ну, на этом, я думаю, хватит. Вы уже достаточно насмотрелись на улицу Чернышевского. Если получится поснимать, поснимаю вам 12-ю поликлинику. Всем желаю радости в жизни, здоровечка. Любите друг друга, берегите родных и близких, друзей и товарищей. Всего доброго, дорогие друзья. Вот маршруточка 103. О, забитая.